Домовята, всем огромный приветик, я Штукенция. В этом видео я вам расскажу про особенности жизни в деревянном доме и что с этим деревянным домом происходит спустя годы после постройки. Первое, что нужно учитывать, это то, что дерево это живой материал. Даже если вы его используете в строительстве дома, то есть это уже спиленные бревна, они, конечно же, отлеживаются там перед постройкой и так далее, но все равно нужно учитывать, что поскольку это такой живой двигающийся материал, будет все равно какая-то усадка. И первоначальная усадка пройдет через несколько лет, ну, точнее, сначала через год, потом и так далее. В общем, этому дому уже несколько лет, соответственно, вы можете видеть, что бревна дают трещины. И абсолютно любые, я смотрела уже в интернете большинство домов, построенных из дерева, вообще в целом дерево ведет себя таким образом, какое бы оно ни было, сколько бы оно там ни отлеживалось, оно начинает давать усадку и за счет веса, и за счет того, что, ну, просто вы живете в этом доме, он нагревается, охлаждается, зима, лето, все такое. Вот, поэтому очень важный момент. Кстати, ну, это дом моих родителей, соответственно, они сделали вот такой косяк, и я вам хочу его показать, чтобы вы тоже имели это в виду. Они, как только они построили дом, им сказали, что, типа, если пойдут трещины, или они где-то это прочитали, что нужно замазать такой специальной замазкой, чтобы, ну, пропитать там, я не знаю, честно говоря, что это за замазка, но, в общем, что-то она как бы защищает эти трещины от проникновения в них там чего-то. Вот, и дом был построен первый год, соответственно, такая особенность есть, что ты пытаешься защитить свой дом, вот эти трещины, как-то их там типа замазать или обеззаразить. И у этой замазки есть множество разных оттенков. Соответственно, ты приходишь в строительный магазин и выбираешь какой-то оттенок замазки. Соответственно, когда этот оттенок выбирали, дерево было другого цвета, потому что изначально дерево белое, ну, практически, оно вот, ну, не знаю, вот примерно вот такого оттенка. И вот, кстати, вот эти штуки, которые подбирали под ну, вот эти вот коробы, да, они тоже подбирались как бы под первоначальное дерево. Да, кстати, и многие вещи, я думаю, ну, люди так вот и думают, вы построили дом, и вы можете даже интерьер или дизайн подбирать под изначальный цвет дерева. Но обязательно нужно учитывать, что дерево, во-первых, оно дает усадку, то есть эти трещины, естественно, появились позже, и вот это все появилось позже за счет того, что дом просто съеживается, ну, это обычная история. Вот, поэтому замазку, если вы вдруг решите чем-то помазать, не мажьте. Либо мажьте чем-то, что тоже меняет цвет. Либо, я не знаю, нужно, короче, об этом что-то побольше почитать, подумать. Короче, не выбирайте замазку светлую, потому что дерево потемнеет. Спустя годы этому дому, я не знаю, ну, типа, лет 5, может быть, что-то в этом духе, даже за это время уже дерево, посмотрите, как потемнело по сравнению с первоначальным цветом замазки. В итоге, изначально, когда эту штуку использовали, и ее вообще не было видно на дереве, она была практически, ну, в цвет дерева, а сейчас, поскольку дерево потемнело, эти белые штуки от замазки видны. И с ними уже, ну, практически ничего нельзя сделать. Ну, кроме того, что можно, конечно, просто все покрасить внутри. Но фишка же дерева в чем? Вот если внутренне убрать внутренний дизайн, фишка его в том, что это красиво, натуральное дерево, без покраски, вот это вот просто обычное дерево, но мне кажется, самое красивое. У нас в Москве тоже даже двери деревянные, видны все эти рисуночки, можно потрогать, это очень классно. Соответственно, нет смысла перекрашивать, ну, какой смысл внутри дома все это перекрашивать? Конечно, есть люди, которые любят делать отделку, но, по-моему, если уж ты строишь дом из бревен, то лучше, чтобы эти бревна было вот так вот видно, их реально можно было потрогать. А вот эти вот штуки, соответственно, имейте в виду, это такая особенность дома, что, во-первых, и дизайн, даже если вы цвет мебели, допустим, будете подбирать, он потом со временем, в общем, это будет видоизменяться, все, и дерево обязательно будет темнеть. А еще одной особенностью деревянного дома является в целом то, что его не надо декорировать, по сути. То есть эти стены, их вообще можно никак не отделывать, они так изначально и идут. То есть это дом вот с такой прослойкой, ну, что-то типа канат какой-то или так далее. Я читала, что можно выбирать разные прослойки, разные типы канатиков, или просто стык в стык делать с какими-то промазками. Ну, в общем, после того, как вы этот дом построили, он не требует отделки. Я считаю, что это такой большой плюс деревянного дома. Вы можете, ну, ничего не делать совершенно с этими стенами, это выглядит очень круто.
и прям офигительно. Это также, с одной стороны, дизайн красивый, а с другой стороны, ну, тоже большая экономия. Если у вас, например, большие площади, вам не придется тратить там дополнительные материалы. Еще, кстати, такая особенность деревянного дома в том, что поскольку у вас стена, ну, здесь просто дерево, да, сюда очень легко что-то вешать, ну, любые картины, все что угодно, вы просто вбиваете гвоздик, по сути, то есть вот эта картина, повесить картину или повесить полку не занимает совершенно труда, потому что если у вас кирпич, там его нужно специальным образом тоже просверливать и так далее, а дерево на него элементарно, что бы то ни было, крепить, любые работы, там, я не знаю, по креплению картин или проводки и чего угодно, делаются просто легко и без всяких проблем. Деревянный дом дышит. В отличие от каркасников или других материалов, у деревянного дома есть такая прикольная особенность, что в нем никогда не бывает душно. Даже если вы закроете окна летом, все равно есть какая-то вентиляция естественная. Ну, не то, чтобы здесь какие-то дырки есть в доме, нет. Просто вот этот деревянный дом, его тип строительства, и за счет того, что это дерево, в нем есть какие-то волокна, в общем, реально в этом доме ты никогда не чувствуешь себя как в парилке. Я часто слышала, что, например, каркасные дома, они по такой технологии строятся, что они очень теплые, но в них еще и как в термосе, очень душно. Поэтому, если вам больше нравится такое, ну, чтобы хорошо дышалось, да, вот, то, наверное, деревянный дом в этом плане идеально подходит. Еще есть такая особенность, тоже о ней мало кто думает, это в целом запах дома. У деревянного дома есть специфический такой природный запах леса. Даже если вы уже все построили там и так далее, ну, дерево тоже покрывают какими-то средствами, не знаю, кто-то лаком, кто-то чем-то. Ну, здесь, по-моему, даже ничем не покрыто дерево, ну, только снаружи, чтобы антисептиком обработать, это все обязательно нужно. Но все равно в доме из дерева вы внутри чувствуете себя как в лесу, потому что вот это вот и тактильное какое-то ощущение есть такое очень приятное, а с другой стороны запах. Вот это вот, просто если подойти к бревну, оно пахнет бревном. Ну, не знаю, то есть ты спишь как будто бы в лесу, это приятно. Если вы вдруг задумываетесь о том, что в деревянном доме много минусов, я тоже сейчас о них расскажу. Для меня, наверное, самый главный минус – это какая-то страх, что это пожароопасно. Про это все постоянно говорят, и в комментариях, и люди боятся строить деревянные дома, потому что боятся, что они у них сгорят, и у меня тоже такой страх как бы присутствовал, особенно когда газ в доме, ну, электричество, я не знаю, все что угодно, даже свечку в деревянном доме, как будто бы страшно зажечь, не знаю, что-то такое, есть какой-то страх. Но с другой стороны, нужно понимать, что для того, чтобы устроить пожар, вам, в принципе, все равно в каком доме. Горят и квартиры, горят и каменные дома, горят и... То есть горит на самом деле, как вот насколько я себе это представляю, горит не материал дома, это уже в последнюю очередь то, что горит. Горит то, что внутри. Соответственно, пожар не начинается с того, что вы подходите там, и поджигаете стену. Ну, то есть, в принципе, это довольно трудно сделать. То есть, конечно, не пробуйте, но я думаю, что просто бревно так поджечь там чем-то, ну, это нужно постараться. Это довольно сложная задача. И кто это, в принципе, будет делать в обычной жизни? Ну, там, конечно, бывает какая-то, не знаю, короткое замыкание или что-то, но здесь нужно понимать, что в любом доме короткое замыкание – это очень опасно. И если загорится проводка, если загорятся вот эти вот там какие-то обшивочные материалы или те же самые диваны или что-то, это все, это уже другая совсем история. Горит что-то другое, и оно, естественно, потом передается на дом, но точно так же это будет передаваться и на каменный, ну, то есть на любой дом, там везде такие же коммуникации, все то же самое, везде пластиковые там трубы какие-то. Так что, на самом деле, по поводу пожароопасности, мне кажется, самое главное, если уж вы вдруг заморочились со строительством собственного дома, то самое главное выбирать хорошие материалы, связанные с проводкой, хорошие провода покупать, ну, то есть делать все прям хорошо, качественно. Потому что, насколько я понимаю, в основном пожары, так я по статистике посмотрела в интернете, это либо неисправная проводка, это большой процент проблем, либо люди, у них проблема тоже какая-то с газом, утечка газа или какие-то баллоны, там что-то взрывается, ну, такие проблемы. То есть это тоже нужно хорошо установить газ, качественно купить оборудование. Ну, просто не экономить на этом и вызвать, не знаю, людей, которые в этом разбираются, ну, там, не делать все абы как.
тогда вы просто снизите вероятность того, что у вас будет какая-то ЧП в доме. И очень важные проценты пожаров – это пьянство. Люди, ну, там, под какими-то веществами или под буханием, они просто ну, там, курят, и у них падают какие-то сигареты на пол, или они забывают что-то выключить. Ну, вот такие вещи. Ну, то есть по неосторожности. Поэтому здесь я считаю, что деревянный дом сам по себе ни при чем. И если посмотреть даже в историю, на Руси всегда строили деревянные дома. Если пройти по обычной деревне, мы сейчас в деревне ходим, очень много таких, знаете, старых избушек, и почти все деревянные. Ну, то есть люди как бы издревле жили в деревянных домах в России, на Руси, то есть у царей были деревянные дома. Если посмотреть, даже в парке Коломенском там есть дом, в котором жил... кто там жил, я уже забыла, Петр Первый, что ли, ну, короче, кто-то там жил. Смысл в том, что цари, всякие бывшие вот эти правители, они тоже жили в деревянных домах, и они могли, в принципе, любой себе дом построить, но они строили себе деревянные дома. Вот, так что я считаю, что деревянный дом это круто. Я, на самом деле, для себя до сих пор и не решила. Это как бы дом моих родителей, соответственно, мне нравится деревянный дом тоже, как бы как у них все устроено. Мы тут живем, мы тут жили зимой, летом. Что касается в целом как бы теплоты этого дома, я могу сказать, что он довольно-таки хорошо держит тепло и довольно-таки быстро в целом, ну, как-то подстраивается под температуру улицы. Если жарко на улице, то можно совершенно не топить, в доме тепло. Ну, то есть, понятное дело, если холодно, надо его протопить. Протопить его довольно легко тоже, то есть это зависит от объема дома. Здесь есть и газ, и электричество, и вода, то есть многие думают, что если дом деревянный, то нельзя провести газ или что-то, то есть им кажется, что это обязательно какой-то дачный дом. Нет, вовсе не обязательно, есть и отопление, и можно жить зимой, то есть это дом капитальный, на фундаменте. Я считаю, что, в принципе, вы можете, если вы вдруг думаете про деревянный дом, вы можете, главное, учесть эти моменты с усадкой, это единственное, на самом деле, какой-то из того, что я замечаю в этом доме, ну, грубо говоря, косяк, который просто вот, ну, по незнанию был допущен. И, в принципе, все остальное... Я даже не вижу здесь каких-то прям глобальных косяков в плане технологий или в плане каких-то подходов. Все остальное в доме абсолютно супер, классно. Можно поставить хорошие окна. Очень важно поставить сетки на окна, потому что деревянный дом, он как-то, знаете, манит насекомых. Ну, любой дом манит насекомых, но вот это дерево, мне кажется, оно... для всякой живности, оно настолько, ну, природный материал, что им хочется тут поселиться, свить гнездо, вечно что-то такое сделать. Кстати, да, очень важно, если ты делаешь деревянный дом, то обязательно снаружи его надо очень хорошо обработать антисептиками, пропитками, покрасить желательно. То есть, конечно, просто так деревянный дом снаружи оставлять нельзя. Потому что зима, слякоть, природные вот эти все условия, птички, всякие штучки ползают. Вот, еще тоже такой важный момент. Спрашивали про мышей. Могут ли мыши прогрызть себе дорогу через дерево, я не знаю, как-то пробраться в дом. С мышами то же самое, как в любом доме. То есть, понятное дело, мыши не прогрызут дерево. Это все-таки не бобер какой-то. Вот, но я не знаю, если вы живете рядом с бобрами, то, кстати, хороший вопрос. Строить дом рядом с поселением бобров. Ну, возможно, бобров будет отпугивать пропитка снаружи. Они вряд ли будут грызть ваши дома. Да это как-то типа незачем, если у них есть деревья. Не знаю. Вот, но что касается всяких мышей и так далее, мыши не прогрызают ничего в доме. Единственное, как они могут пробраться, это через всякие вот эти вот выходы типа канализации, типа вот эти штуки. Но чтобы этого не было, тоже вот мои родители изначально не знали, ну как не догадались до этой вещи, и у них в доме они видели мышей, они их на мышеловке даже ловили, а потом они доперли, что просто у них там, где слив, ну или что-то там, короче, из дома вот эта труба какая-то выходит, там слишком большая дырка, ну, туда могут пробраться мыши. Соответственно, они просто сделали туда такую загородку сеточную, и все. То же самое, кстати, с птицами. Птицы периодически попадали в дом, но они попадали через вентиляцию, сверху, через трубу. И тоже на эту трубу сделали такую заслонку. Ну, короче, все. Просто надо посмотреть, чтобы в вашем доме, как и в любом, то есть здесь нет разницы, деревянный или нет, надо посмотреть, чтобы в доме не было
прямых дыр в дом, ну, там, для вентиляции, или если вы делаете кондиционер, или вот что-то такое, что вот где вы насквозь просверливаете дом, или, например, для проводов, там, где вы пускаете провод, да, допустим, интернет или какие-то провода тоже в дом, вот эти все места, они должны быть очень хорошо, ну, хорошая герметизация, никаких вот сквозных дырок. Иначе, естественно, через эти дырки будет все проползать, пролетать. У вас дом такой приятный, деревянный, он понравится абсолютно всем жителям окружающей действительности. Так что да, вот. И что еще тоже с деревянным домом, особенность, про которую я вам забыла рассказать, и это тоже важно учитывать, мои родители тоже с этим столкнулись, они, когда построили дом, сразу же сделали напольное покрытие, и где-то через, по-моему, год этот пол стал очень сильно скрипеть. Опять, почему? Из-за усадки, потому что очень важная особенность не делать, как только вы построили деревянный дом, не надо сразу делать какой-то типа дорогостоящий там ремонт, плитку прям сразу класть какую-то, знаете, намертво все это, стены там. Имейте в виду, это реально дом будет двигаться. Это не потому, что там вам плохо его построили, или не потому, что вокруг там землетрясение, нет. Это нормальная история, и дом реально будет очень сильно вот так вот ходить. И мои родители сделали пол, я помню, прошло год или два, и мы что-то приехали, и вот реально ходишь, все напольное покрытие прям вот ходуном ходит, скрипит из-за усадки. Что пришлось делать? Пришлось его менять, то есть снимать там, делать новое напольное покрытие, ну, типа, класть какой-то вот новый пол, в общем. И все пропало, то есть потому что дом уселся, все выровнялось, вес распределился, люди уже по дому походили, там мебель какую-то, то же самое, вы, например, если у вас несколько этажей, то второй этаж, он будет больше подвержен колебаниям, чем первый, потому что, ну, он сверху, как бы, тоже вы по нему ходите, там тоже какая-то усадка происходит, все это так двигается. Короче, вот такие нюансы. Я бы вообще сделала так, если бы я строила такой деревянный дом, я бы его, наверное, построила, ну, закрыла бы окнами, дверями, то есть полностью бы его запечатала и дала бы ему, я не знаю, реально постоять года 2. Ну, то есть можно в нем, наверное, жить, но не делать что-то прям глобальное, какие-то глобальные, там, вот это вот пол, там, все какие-то ремонты, я не знаю, ванны, там, ну, это все вот плитку не класть, вот, которая жестко лежит. Даже плитку я заметила, из-за того, что положили плитку, ну, вот на первом этаже, мне кажется, из-за движения дома плитка начала тоже немного, ну, ехать, то есть, ну, эта вот межплиточная штучка высобачивается довольно быстро. То есть вот такие моменты, из-за того, что дом очень подвижный, нужно быть аккуратным. Но в целом, я могу так сказать, жить в деревянном доме, конечно, охренительно. Ну, мы жили и в кирпичном, мы жили в каркасном, я бывала, и бывала я, ну, в разных домах, в общем, я только бывала, где только не бывала. Ну, и в квартире мы жили тоже, в панельках и всяких таких домах. Я хочу сказать, что, конечно, именно ощущения от деревянного дома самые приятные. Я не удивляюсь, почему люди строят деревянные дома, это очень геморройно, это, наверное, самый геморройный тип строительства. Я не скажу, что это самый дорогой тип строительства, наверное, нет. Но тоже он близок к одному из самых дорогих, но он еще очень геморройный. Я помню, этот лес, его надо привезти, потом он еще отлеживается, там сколько-то сохнет, потом куча, короче, времени. Это нужно потратить много времени, чтобы сделать такой дом. Но мне кажется, это, в принципе, того стоит. Если вы фанат дерева, если вам нравятся натуральные материалы, то, ну, типа, да, надо потерпеть какие-то временные неудобства, что это долго, что это все двигается, что там дерево, конечно же, кстати, тоже, если вы прям фанат каких-то идеальных поверхностей, наверное, деревянный дом не для вас, потому что любое дерево, даже вот просто там вот эти окантовки, все деревянное, оно как бы, оно и может давать какой-то сок, ну, течь немного, оно может давать вот эти трещины, оно темнеет, оно все время меняет цвет, причем очень неравномерно, ну, потому что, ну, такой материал, дерево, не знаю, короче, если вы любите больше что-то такое вылизанное, что-то такое одинаковое, возможно, вам даже деревянный дом придется отделывать как-то, не знаю, там, внутри чем-то. Но если вы фанат всего такого натурального, то, мне кажется, вам это очень понравится, и вы будете видеть, как ваш дом все время меняется в цвете, все время что-то с ним происходит, все время что-то меняется, это прикольно. Ладно, пишите в комментариях, рассматриваете ли вы для себя деревянный дом,
Может быть, у вас уже деревянный дом, тогда расскажите, как вам в нем живется, какие-то особенности, советуете вы, не советуете, какие-то косяки, которые вы допустили, расскажите, чтобы другие люди тоже учли ваш опыт и не делали так. Встретимся в следующем видео на канале Домовенок. Всем пока!